Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Russian in Context с Иной и Ириной. Сегодня с вами Ина. Окей. Глагол быть. Быть или не быть? To be or not to be? Или не забивай мне голову. А о чем она там говорит? О чем я рассказываю? Сегодня я вам расскажу про глагол быть, интервью с моей мамой и объясню одну фразу «Не забивай мне голову». Поэтому оставайтесь с нами до конца, будет весело, как говорится, потешно. Вам, думаю, очень понравится. Вы готовы? Поехали! Сегодня немного грамматики по принципу Russian in Context, весело и забавно. Как важны глаголы, я вам объяснять, конечно же, не буду. Когда мы изучаем иностранные языки, первым делом мы изучаем, я думаю, глаголы. Почему? Потому что в каждом предложении есть как минимум один глагол. Есть очень много важных глаголов. По просьбе наших абонентов в Инстаграме мы начинаем серию «Самые важные глаголы русского языка». Я долго думала, с какого глагола начать. Танцевать, мечтать, рисовать, говорить. Но решила начать с глагола «быть». Почему? Глагол интересный. Глагол уникальный. В каждом языке его изучают всегда в первую очередь. I am, je suis, ich bin, yo soy. А по-русски я есть. Я есть или не есть. Я есть. Ты есть. Он есть, она есть, они есть. Но так же не говорят. Я так подумала и подумала, думаю, и что же делать? Вот глагол-то он как-то есть, но он не употребляется. Думаю, окей, я спрошу маму. Я позвонила своей маме. Мама, а как проспрягать глагол быть? Мама подумала и ответила. Вот это короткое интервью с моей мамой я вам представлю. Мама не знала, что я записываю наш разговор, но разрешила это употребить для видео, для вас. Итак, для вас разговор с мамой. Фрагмент из этого разговора, который я потом вам объясню или поясню. Вы готовы? Поехали! Как? Ну, в настоящем времени. Настоящее быть. Это сейчас быть. Ну? Я быть, ты быть. Ну, оно не склоняется. Инна, как вот по-другому? Быть, это сейчас вот быть. А когда я буду, ты будешь, он будет. Это другое. Иди ты, Инка, не забивай ты мне голову. Вот тебе и русский язык. Но если уж носители языка не знают, что с этим глаголом делать, то что тогда говорить о тех, кто изучает этот язык? В одном мама права. Глагол не склоняется, он спрягается. И спрягается он следующим образом. Как я уже говорила, я есть, ты есть, он есть и так далее. Но он не произносится. То есть он подразумевается. Я о нем думаю, но не говорю. Я его не произношу. То есть если я говорю везде I am Ина, je suis Ина, ich bin Ина, то по-русски я Ина. Я не могу сказать я есть Ина. Она и есть. Ну, я говорю я Ина. А глагол он подразумевается только. Ну вот. Так вот, в настоящем времени это выглядит по-другому в будущем времени. Например,
В будущем времени, например, завтра, через неделю, через месяц, через год, когда-нибудь я буду танцевать. А она будет рисовать. И все будут довольны ее результатами. И все будет замечательно. Это в будущем времени. А вы будете разговаривать на русском языке, и они, то есть русские, будут вас понимать и с вами общаться. Будущее время. А в прошедшем времени 5 минут назад, день назад, неделю назад, год назад, не знаю, и так далее, она была художницей, днем было тепло, а вечером было холодно, и все было хорошо. Да, просто замечательно. Это прошедшее время. В согласительном наклонении это звучит так. Я была бы хорошей ученицей, если бы умела рисовать. Она была бы хорошей хозяйкой, если бы умела готовить. А вы были бы суперслушателями, если бы нам поставили лайк и подписались на наш канал. Я шучу. А может и не шучу. И повелительное наклонение. Ты будь, а вы будьте. Только 2. Ну, больше нет. Ну, или, может, у мам спрошу. Насчет мам. Мама сказала, не забивай мне голову. Что это значит? Забивать голову – это давать очень много, слишком много ненужной информации. Очень много. Такое ощущение, что голова забивается. Я не буду забивать вам голову и надеюсь, что вам это видео понравилось и вы получили много полезной информации. Присоединяйтесь к нам на Инстаграме, Телеграме, Фейсбук и так далее. Отправляйте наши видео своим друзьям и знакомым. Ставьте лайк, абоннируйте наш канал. До скорой встречи и